Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру Ларри Лаффер Мокрые мечты, или Двойные мокрые мечты. Короче, продолжение сюжетной линейки Ларри Лаффера, игра, напомню, 2020 года. Итак, мы построили плот в предыдущей серии, и я думаю, пора отправляться. Ребята, не забывайте подписываться на канал и обязательно нажимайте колокольчик. Пока ты подписываешься на канал и жмешь колокольчик, мы отправляемся в путь. Теперь можно отправляться в путь. Вильма составит мне компанию. Мне бы лучше просто отключиться. Подумай, сколько ты всего не увидишь. Значит, ответ да. Пайфон от меня отрубился. Ларри уплывает. Вот его фотки. Ларри плывет. Так быстро. Я вижу недовольную рожу. Довольно скучное путешествие. Ты на что жалуешься? Как хорошо, что со мной Вильма. Она твой новый лучший друг? Нет, конечно. Ты мой лучший друг. Ау. Жаль, что у тебя нет тела. Ну, с этим я ничего не могу поделать. Эх, я так старался над этой головоломкой. Ты же не представляешь, что такое. О, конечно, нет. Значит, Фейт была здесь. Но тут ничего, кроме обломков. И я определяю местоположение ее пайфона. Она где-то рядом. Вот он. Может, вот она? Итак, смотрим. Пайфон Фейт. А мы его берем. Что же там? Надеюсь. О, да! Он еще работает. Перезагружается. Он в сети. Сигнал слабый, но беспроводное соединение установлено. Аккумулятор еще держит заряд. Едва-едва. Нифига себе, Ларри научился. Тебе придется поговорить с ней очень быстро. Может быть, Пай? Ха-ха, конечно, да. Да-да, Пай, да. Пай. Ох. Можешь сказать мне, где Фейт? Фейт? Фейт, шмейт. Убери эту белую дрянь, я ничего не вижу. Пай, что с ней? Соленая морская вода повредила микросхемы. И после кораблекрушения она сошла с ума от одиночества. Бедная Пай. Но, Ларри, боюсь, у нас другая проблема. Ей придется подождать, нужно выяснить, что произошло с Фейт. Пай, да. Не ты, другая Пай. Фейта Пай, ты можешь определить местоположение? Хождение и ждение? Видимо, не может. Ларри, я должна тебе кое о чем сказать. Да-да, я знаю. Надо починить эту Пай. Нет, я не об этом. Тогда о чем? Твоя жизнь в опасности, приближается шторм. Ого. Что же нам делать? Согласно моему протоколу безопасности, надеть спасательный жилет. У меня его нет! Тогда держись за что-нибудь покрепче. И настиг Ларри ураган. Мы видим, как он подплывает в самый шторм, охреневает. Тьма окутала Ларри. И все. А надо было раньше, как говорится. Блин, опять мое любимое здание. Leaf Incorporated. Что? Это дверной звонок, я жду доставку 4000 камер наблюдения для офисов. Поверить не могу, что в Слифе никогда не было ничего подобного. Ларри? Да. Пусти грузчиков. Это не дверной звонок, сигнал поступает с пайфона Фейт. Да? Но это значит, что она могла выжить. Ты хочешь сказать, что у нас есть шанс заполучить ее секретный проект? Я хочу сказать, что она жива, и мы можем ее спасти. Да-да, конечно. А главное разузнать про алгоритм, над которым она работала. И где она его спрятала? Откуда поступает сигнал? Откуда-то из Карибского моря, далеко от юга Кончитоса. У меня как раз есть подходящий человек для этой работы. Я вызываю пространственного пентагратора. Кого? Капитан Емей. Слушай, для тебя есть задание. Исполню любой приказ. Даже если попрошу заняться сексом во время полета на корабле? Я не совсем об этом говорила. Ладно, тебе не придется это делать. Пока что.
Блин, я в офиге. Глубоко в Карибах. Я перенаправляю сигнал, который мы получили. Он поступил с пайфона Miss Fateless. Беспроблемно отправляйся к источнику сигнала, изучи обстановку. И если Фейт жива, доставь ее, в общем, сюда. Или то, что от нее осталось. Только у нее можно узнать, где спрятан алгоритм. А подводная лодка офигенная. Принято, сканирую частоту сигнала. Сигнал получен. Превосходно, у тебя есть все полномочия. Не привлекай к себе внимания. Дождись подходящего момента и... Оторвись по полной. Что именно вы имеете в виду? Ну, сделай все необходимое, прими решительные меры там и все такое. Что такое? У вас там все в порядке? И никто не пострадал. Ни о чем не беспокойся, Нари, это один из секс-рабов. Просто загони его там куда-то. Штаб-квартира Слив, конец связи. Еле успел прочитать диалог, блин, слишком быстро. Ох. Знакомая поза. После презентации по айфону у Ларри такая же поза была, как он упал. Что? Я пережил шторм, но... Я не должен был выжить. Где я? На Кончитас как-то не похоже. Ах, Пай. Что, ты в порядке? Кажется, да, анализ системы. Поврежденная от воды не обнаружено. Что насчет Фотопай, Эйпай? Я видел такое, чему вы не поверите. Что случилось? Пульсирующие какие-то мышцы плеча Ориона. Ларри, она умирает. Я видела кесарево сечение у входа в студию загара. Чё? Я могу чем-нибудь помочь? Вот эти оргазмы канут в лету, как слезы в дождь. Вот он бредит. Нет, Ларри. Время отключаться от сети. Все, капец. Все. Она перешла в мир вечного оффлайна. То есть хана трубки. Я похороню ее здесь. Хоронит смартфон, ребята. Ну, серьезно, нет? Очень великодушно с своей стороны, поэтому не буду говорить, что токсины с устройства попадут в морскую воду. Ладно, я на неизвестном острове, джунгли выглядят непроходимыми. От моего корабля остались лишь обломки. Я здесь умру! Расслабься, Ларри, просто веди себя как обычно. Положиться на мой космопатический внешний вид? Хочешь сказать, что собираешься снять штаны? Нет, не знает мои таланты. Нет, Ларри, ты будешь делать не это. А ты будешь, как обычно, без церемонно слоняться, подбирать все, что не приколочено. Да, в этом я мастер. Но все же остальное я тоже попробую. Когда-нибудь тебе придется научиться... Пай, ты в порядке? Кажется, да. Мне вот эти бзы-бзы не особо впечатляют. Так, давай могилу Пай посмотрим. Нет, я не буду ее раскапывать, понятно. Это что? Разрушенный плот. Сложно будет сделать его годным к плаванию. Сложно или невозможно, это уже разные вещи. Итак, идем, короче, в эту сторону. Опачки. Это что же? Это точно нижнее белье Фэй. Интересно, что же она тут делала без белья? Она была здесь. Я на верном пути. Но это могло быть и частью паруса. Фу. Ха! Нет, их недавно носили. У меня тонкий нюх. Хотелось бы мне в этом усомниться. Но куда же она пошла? Да, куда же она могла пойти? Ладно. Давай, берем вот эту лиану. Пай, ты думаешь о том же, о чем и я? А потом, что ты не Маугли? Нет, я видел, как это делается в мультике. И такой серьезный я не могу. Я надеюсь, его не сожрали, и игра на этом не кончится. А то у меня было такое. Понятно, опять вечная поза Ларри, кверху жопой. Ох. Но мы, в принципе, перебрались. Что это такое? Колонна.
Это колония буква G. Но больше я ничего не вижу, уходим. Выглядит непроходимо. О, да ладно, а когда тебя останавливало разросшиеся кусты? Эй, кто из нас спец по непристойным... Ларри, равные права. Так вот, для чего они нужны. Что ж, видимо, мне придется углубиться в джунгли. Там же не будет змей? Нет, их все сожрали пауки. Пауки? Они боятся тебя меньше, чем ты боишься их. Но у них больше ног и глаз. Ладно, что мне там еще остается? Ну все, мы проходим дальше в следующую локацию. Темновато тут. Фу, я только что потрогал что-то склизкое. Сейчас не время запускать руку в штаны. Очень смешно. На что я только что наступил? На что-то безопасное. Будь это агрессивное животное, оно бы уже откусило тебе ногу. Блин, зашибись. Я больше ничего не вижу. Тут такие заросли, что это было? Я здесь умру! Я умру в этих джунглях! Короче, паника у Ларри, я понял. Похороните меня у изгиба реки. Расскажите моим нерожденным детям. О-оу. Какое совпадение. Я как раз собирался тебе сказать, что здесь есть гостиница, и ты не обязательно умрешь. Как давно ты узнал об этом месте? С тех пор, как мы попали на остров. Можешь разузнать что-нибудь об этой гостинице? Сегодняшняя гостиница «Спа-курорт Калао» была открыта в 1982 году, как оазис Брежнева. А в ней часто отдыхали высокопоставленные советские военные и их семьи. О, вот оно как. Слухи о секретной базе КГБ на острове — лживая пропаганда капиталистического Запада. Об этом пишут в интернете? Да. Тогда это точно правда. Зайду-ка я сразу в отель. Не сомневаюсь, что уйма горячих кошек принимает ванну. Ты ищешь Фейт, Ларри. Она тоже горячая крошка. Возможно, среди них будет и она. Ну что, я предлагаю войти в фойе отеля и посмотреть, что же нас там ждет. Ну, нормальное местечко вроде. Привет. Привет. Дурачок, что ли? С тобой все хорошо? Чего бы мне не было бы хорошо, все просто прекрасно. Ты выглядишь не очень здорово, я тоже так думаю. Что? Чушь! Я здоров как бык. Хочешь побегу в марафон? Хочешь, а? Да не надо. Ладно, тогда как-нибудь потом. Я Ларри. Ларри Лаффер. Привет, Ларри. Меня зовут Кит. Ты коридорный и не только. Хочешь... В смысле? Он вообще что мне говорил? Журналы с голыми женщинами? О, у тебя, может, есть те русские журналы? Был один такой, забыл название. Нет, он мне ни о чем не говорит. Но на самом деле я имел в виду... Ладно, забудь. Ты не из таких. Ну и слава богу. Что за гостиница? Здесь раньше часто отдыхали большие шишки из Советского Союза. Прилетали сюда оттянуться. Здесь у них было все, только можно пожелать. Но это было так давно. Что же случилось? В 90-е годы один ушлый делец США решил скупить тут все и модернизировать. Он пригласил сюда кучу компаний, но так и не заплатил по счетам. Тогда он решил превратить гостиницу в какую-то фигню, но местная бизнес-леди выкупила остров. Теперь она пытается снова сделать эту гостиницу топовым местечком. Но между нами говоря, как зовут ее и где найти? Боб Марли. Обычно она в своем офисе на верхнем этаже. Ты можешь подняться к ней на лифте. Не видел красивую блондинку поблизости по имени Фейт? Была здесь одна блондинка несколько недель назад, но я не знаю имени. Она могла быть Фейт, но она еще здесь. Я не видал ее уже давненько. Может быть, люди-босс... черт, надо было выяснить, где она. Ладно, пока хватит вопросов. Значит, мне нужно поговорить с этой боссом. Может, она знает, где Фейт? Так, где же здесь у них лифт? Блин, картинка, конечно, вообще четкая. Так, ладно, уходим. А вот, кстати, лифт. Кабинет Бобби. Странно, Бобби вроде мужское имя, не женское.
Или я что-то путаю, ребят? Если я что-то путаю, пишите, ребята, в комментарии и... Отгадайте, кто это. Центр прием докладывает ANMA. Да, ANMA, где ты? Так, сигнал по фону Фейт попал во время шторма, но позже был замечен здесь. Затем сигнал исчез. Ты нашла Фейт? Нет, ее здесь нет. Но на месте источника сигнала появляется один человек. Человек, кажется, он нашел Пайфон Фейт. Он может знать, что с ней произошло. Не впускай его из виду. Моя супердейственная техника допроса наверняка ускорит дело. Главное не начинать стисков для ног. Тот тип в белом костюме выглядит так, что... Да еще рано, но в дальнейшем может возникнуть необходимость. Так точно. Попыталась ли ты когда-нибудь обмазать допросную сливками и дать слезать монгольской корове? Фу. О, нет. А может, стоит попробовать? Я подумаю об этом, если найду монгольскую корову. О. А конец связи. Хотя идея-то неплохая. Ты серьезно, что ли, сейчас? Пальма прикольная в горшке. Я прям в офиге от этой пальмы. Да, что у вас? Ух ты, а вот так. Здравствуйте, я новый пианист. Прекрасно, мне нужен опостылило бренчание лысого. Или ты новый официант с костюмом, определенно что-то надо сделать. Постой, это свадебный костюм? У тебя здесь свадьба? В общем, что тебе нужно? Меня зовут Ларри, Ларри Лаффер. Я Бобби Марли, губернатор Калау и хозяйка этой гостиницы. Мой плот разбился в шторм, я оказался на этом острове. А после шторма мы нашли на пляже кучу мусора и грязи. Нам пришлось эвакуировать всю зону и немедленных постояльцев... Значит, это твоя вина? Куча мусора в форме плота? Значит, ты признаешь свою вину? Ну, скажем так, я потерял управление во время урагана. А в таком случае, данной мне властью, я выношу тебе приговор. Что? Ты намеренно загрязнил воды, а мусор, который сюда притащил, уже собран и отправлен на переработку. На тебе налагается штраф 10 тысяч долларов. Ты имеешь право покинуть остров до тех пор, пока не уплатишь всю сумму. Я могу обжаловать этот штраф? У меня? Я хочу его обжаловать. А ты его обжаловал. Я ищу женщину по имени Фейт. Я не знаю никого с таким именем. Высокая блондинка, и она от меня просто без ума. Не знаю, как насчет последнего, но одна блондинка ее точно принесла сюда штормом. Я ее поселил в одном из номеров, пожалел бедняжку, но затем она исчезла, и не знаю, что с ней... Черт, тем не менее, Фейт была здесь, она могла поставить какие-нибудь следы на острове. Ну, в принципе, все диалоги были. Значит, я заперт на этом острове, оштрафован, а за плот потребует выкуп. Ну, можно сказать и так. Возмутительно, это незаконное задержание, я позвоню в ООН. Если ты не согласен с моим решением, то можешь подать апелляцию в островской арбитражный суд. А где его найти? Ты стоишь прямо перед ним. Тогда пойду поищу где-нибудь деньги. Минуточку. Что? Раз уж ты все равно здесь, я в последнее время так и делаю, что работаю. У меня так давно не было посетителей мужчин, если ты понимаешь, о чем я. Мне привести кого-нибудь из фойе? Определенно нет. Ладно, похоже, ты из тех, кому нужно все говорить напрямую. Мои числа готовы принять твое копье в порыве и займешься со мной диким животным сексом. Это вопрос с подвохом. Мне долго приходилось сдерживать свои желания. Слишком много работы, стресса, слишком мало мужчин на острове. Понимаю, ты просто не можешь стоять перед моим обаянием. Ты здесь прямо сейчас, и у тебя, очевидно, ну, тоже сойдет. Тогда мне пора снять одежду. Позволь мне раздеть тебя и ощутить твой жар твоего тела. Постой-ка, здесь что-то не так. Что? Обычно женщины что-то хотят от меня, прежде чем соглашаются заняться сексом. Тебе не нужно принести что-нибудь поесть? Или что-нибудь починить? Может, мы пока раздеваешься, я должен доставить письмо на другой конец света? Хватит болтать, иди сюда! Да ладно, у Ларри первый секс, что ли, я не понял? Реально, первый? Не, сейчас что-то должно произойти. Да ладно. Да не может быть. Ох!
Да блин, Ларри растет на моих глазах, ребята, а я реально. Детка, это было сладко и с приятным послевкусием. Как скажешь. Ты неплохо справился, приходи ко мне через несколько часов, продолжим с того, начнем с чего остановились. Как, еще раз? А что, ты не можешь? Я всегда могу и всегда готов. Тогда все хорошо. Дай угадаю, мой долг тебе уплачен? Разве ты вписал мне чек во время секса? Очевидно, нет. Ну, я же доставал тебе радость. Разве это не считается? Ты можешь идти, возвращайся с деньгами и не забудь, что тебе запрещено покидать остров. Я не знаю, что я должен сейчас чувствовать. Подумай об этом за дверью. Зашибись, меня еще на счетчик поставили. Штаб? Энимейт, ты выяснила что-нибудь об этом человеке? Он отправился на встречу с губернатором острова. Я послушал у дверей, он спрашивал о Фейт. Превосходно. Ну так что? Где сейчас Фейт? А губернатор, похоже, тоже не знает. Я буду следить за этим Ларри. И когда он ее найдет, я нанесу удар. Но кто он такой вообще, этот Ларри, и почему он разыскивает Фейт? Я это выясню в одном, этом я уверена. Он неотразимо обаятельный и в совершенстве владеет навыками соблазнения. Он затащил губернатора в постель после пары слов. Может быть, он секретный агент, один из лучших, я заинтригована. Держи меня в курсе. Без Фейт нам не получить этот алгоритм, конец связи. Подожди, да. Тебе когда-нибудь удавалось добиться признания, пощекотав подошву ног пленника пером? Не припомню такого. Обязательно вышлю тебе как капу. Ох уж эти кусачие. Я буду ждать с нетерпением. Блин, диалоги слишком быстрые, я просто не успеваю. Ларри, скажи мне, почему ты позволил так на себя накинуться? Ну, я как бы просто пытался быть вежливым. Разве ты не должен быть занят поиском Фейт? Ты что, ревнуешь? Ни капельки. Ну хорошо, тогда, кстати, обновление Хугуар только что завершено. Все приложения доступны в обычном режиме. Новые функции, теперь ты можешь говорить со мной в любое время. Просто запусти только что установленное Пай приложение. Неплохо, теперь ты сможешь притворяться глухой. Похоже на то. Короче, она не сможет притворяться глухой и сможет спокойно отвечать на все вопросы Ларри. Ну и на этом моменте серия подошла к концу. Мы с вами продолжим уже в следующей серии. Не переключайтесь, скоро продолжим. Всем пока!